Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как задекорировать кружку с помощью полимерной глины. Сегодня мы с вами будем лепить милую крыску, символ наступающего Нового года. Из глины серого цвета катаю шарик. Из этого шарика формирую капельку. Пальцами расплющиваю капельку, чтобы она стала более плоской. Накладываю капельку на кружку. Хорошенько ее прижимаю. Верхнюю часть капельки делаю еще более плоской. Это будет голова крысы. Нижнюю часть, где будет располагаться животик, я не трогаю. Животик крыски будет толстеньким. Теперь беру влажную салфетку и с помощью нее выравниваю поверхность капельки. Из небольшого кусочка глины серого цвета катаю шарик. Из этого шарика катаю колбаску. Один конец колбаски делаю более тонким и остреньким. Это будет хвостик. Приклеиваю его на кружку. Из небольшого кусочка глины серого цвета катаю шарик. Катаю его по рабочей поверхности, чтобы получилась колбаска. Прижимаю колбаску к рабочей поверхности, чтобы она стала более плоской. Слегка загибаю колбаску, чтобы получилось вот так. Получившуюся деталь приклеиваю на кружку. Стыки между деталями заглаживаю силиконовой кисточкой. Из глины серого цвета опять катаю маленький шарик. Из этого шарика формирую маленькую капельку. Кладу капельку на рабочую поверхность и слегка ее прижимаю. Острый конец капельки отрезаю. С помощью силиконовой кисточки добиваюсь нужной формы. Эта деталь станет носиком. Приклеиваю носик к мордочке крысы. Влажной салфеткой выравниваю поверхность. Иголочкой прорисовываю ротик. Из глины серого цвета катаю колбаску. Лезвием разрезаю ее на две равные части. Тупые концы колбасок срезаю под углом. Это будут ножки крыски. Приклеиваю ножки к телу крысы. На хвостике лезвием делаю отметки в том месте, где будет располагаться правая ножка крысы. Теперь убираю ножку и отрезаю лишнюю часть хвостика, ориентируясь по отметкам, сделанных лезвием. После этого возвращаю ножку на место. Лишнюю часть колбасок отрезаю. Силиконовой кисточкой делаю концы колбасок более округлыми. Свожу лапки крысы вместе. Силиконовой кисточкой заглаживаю стыки между туловищем и лапками крыски. Иголочкой прорисовываю пальчики на лапках. Из глины серого цвета катаю две колбаски чуть тоньше двух предыдущих. Это будут передние лапки. Приклеиваю их к телу крысы. Влажной салфеткой заглаживаю стыки. На передних лапках иголочкой рисую пальчики. Из глины серого цвета катаю шарик. Кладу его на рабочую поверхность и прижимаю пальцем. Должен получиться вот такой блинчик. С одной стороны немного его сужаю.
Теперь беру стек с крупным шариком и с помощью него делаю на блинчике углубление. Со стороны более узкого края круглым каттером делаю срез. Получилось вот такое ушко. Приклеиваю его на кружку. Силиконовой кисточкой заглаживаю стык между головой и ухом крысы. По такому же принципу леплю второе ушко. Раскатываю 2 тонких пласта глины красного цвета и 1 белого. 1 пласт глины красного цвета пока убираю в сторону, а 2 других пласта нарезаю волнистым лезвием на тоненькие полосочки. Теперь мне понадобится пласт глины красного цвета, который мы откладывали. Приклеиваю на этот пласт красные и белые полоски, чередуя цвета. Слежу за тем, чтобы зубчики одной полоски совпадали с углублениями другой. И когда все готово, накрываю полосатый пласт глины пергаментом. Аккуратно прокатываю пластику скалочкой. Сильно давить при этом на пластику не нужно. Теперь на пласт глины кладу кусочек ткани и прикатываю скалочкой. Из этого пласта глины вырезаю полосочку. Подворачиваю края полоски вовнутрь. Это будет шарфик. Но приклеить его целиком не получится, мешает носик крысы. Поэтому разрезаю полоску под углом на 2 части. Приклеиваю шарфик на шею крыски. Сначала приклеиваю одну часть, затем вторую. Из глины розового цвета катаю вот такую деталь. Это будет носик. Приклеиваю его на кружку. Из глины розового цвета катаю маленький шарик. Кладу его на рабочую поверхность и хорошо прижимаю. Должен получиться тоненький блинчик. Вклеиваю его в углубление на ушке крыски. Силиконовой кисточкой разравниваю пластику. Такой же блинчик вклеиваю в другое ушко. Выравниваю поверхность с помощью влажной салфетки. Теперь беру иголочку и с помощью нее начинаю прорабатывать шерстку крыски. Прокалываю поверхность фигурки много-много-много раз. Носик, внутреннюю поверхность ушек и хвостик я не трогаю. На этих местах шерстки быть не должно. Внутреннюю поверхность ушек прорабатываю с помощью зубной щетки. Из глины белого цвета катаю маленький шарик. Из шарика формирую капельку. Кладу капельку между 2 листочками бумаги и прижимаю. В итоге получается вот такая деталь. Это будет правый глаз крыски. Из маленького кусочка глины белого цвета катаю вот такую колбаску. Слегка ее загибаю. Кладу получившуюся деталь между 2 листочками бумаги и прижимаю. Это будет левый глаз крыски. Совмещаю глазки. На глазках стеком с маленьким шариком делаю небольшие углубления. Из глины черного цвета катаю 2 маленьких шарика. Вклеиваю их в углубление на глазках. Это будут зрачки. На зрачках делаю блики. Для этого на каждый зрачок приклеиваю по 2 малюсеньких беленьких шарика. Приклеиваю глазки на мордочку крыски. Теперь мне понадобится краска по керамике голубого цвета. С помощью стека с маленьким шариком рисую на кружке небольшие кружочки. Оставляю краску сохнуть на сутки.
По истечению времени отправляю кружку с декором запекаться. После запекания жду, когда все остынет, и карандашом отмечаю местоположение декора. После этого снимаю декор с кружки и приклеиваю крышку к кружке на клей. В итоге у меня получилась кружечка с миленькой крыской, символом наступающего года. Такая кружка может стать приятным подарком для друзей и родных. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео. А я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Желаю творческих успехов и отличного настроения! До новых встреч!